Агата Кристи. Партнеры по преступлению. Глава 20. Дочь священника. «Как бы мне хотелось», — задумчиво произнесла Таппинс, мрачно прохаживаясь по кабинету, «чтобы мы оказали помощь дочери какого-нибудь священника». «Это еще почему?» — спросил Томми. «Ты, возможно, забыл об этом факте, но я и сама когда-то была дочерью священника. И я прекрасно помню, каково это. Отсюда и порыв альтруизма, это дух заботливого внимания к окружающим, это. Я вижу, ты готовишься войти в образ Роджера Шерингема», — заметил Томми. «Если позволишь сделать замечание, ты говоришь ничуть не меньше его, но далеко не так хорошо». «Напротив», — возразила Таппинс. «В моей беседе присутствует женское изящество, некое неуловимое очарование, которого ни один суровый мужчина достичь не способен. К тому же я обладаю способностями, совершенно неизвестными моему прототипу. Хотя постарайся вспомнить, прототипу ли?» Слова — вещь настолько неопределенная, они так часто звучат красиво, но означают совсем не то, что ты думаешь. «Продолжай», — великодушно разрешил Томми. «Я и продолжаю. Я всего лишь остановилась, чтобы перевести дыхание. Возвращаясь к этим способностям, сегодня мое главное желание — помочь дочери священника. Ты сам увидишь, Томми, самым первым человеком, который обратится за помощью в великолепное детективное агентство Бланта, станет именно дочь священника». «Готов поспорить, что это не так», — заявил Томми. «По рукам», — откликнулась Таппинс. «А теперь тише. По местам, к печатным машинкам, а израильтяне. Кто-то идет». Кабинет мистера Бланта гудел от напряженной работы, когда Альберт отворил дверь и доложил. «Мисс Моника Дин». Стройная шатенка, одетая довольно скромно и бедновато, вошла в комнату и нерешительно остановилась. Томми поднялся ей навстречу. «Доброе утро, мисс Дин. Присаживайтесь, пожалуйста, и расскажите, чем мы можем вам помочь. Кстати, позвольте представить мою личную секретаршу, мисс Шерингем». «Чрезвычайно рада знакомству с вами, мисс Дин», — произнесла Таппинс. «Ваш отец, если не ошибаюсь, был священнослужителем». «Да, действительно». «Но откуда вы это узнали?» У нас свои методы», — ответила Таппинс. «Вы только не обращайте внимания на мою болтовню. Мистер Блант любит послушать, как я говорю. Он всегда утверждает, что это наталкивает его на новые идеи». Девушка удивленно уставилась на нее. Она была хрупким созданием, не сказать, чтобы красавицей, но обладала трогательным, мягким очарованием. Ее густые волосы имели нежный мышиный оттенок, а темно-синие глаза были необычайно хороши, хотя темные круги под ними красноречиво говорили о перенесенных тревогах и заботах. «Расскажете ли вы нам свою историю, мисс Дин?» — мягко спросил Томми. Девушка благодарно посмотрела на него. «Это такая длинная и запутанная история», — начала она. «Меня зовут Моника Дин. Мой отец был приходским священником в Малом Хэмпсли, в графстве Суффолк. Он скончался 3 года назад, и мы с мамой остались практически без средств к существованию. Я пошла работать гувернанткой, но мама стала тяжелым, лежачим инвалидом, и мне пришлось вернуться домой, чтобы ухаживать за ней. Мы жили в беспросветной нужде, как вдруг в один прекрасный день получили письмо от юриста. В нем сообщалось, что родная тетка моего отца скончалась и завещала мне все свое имущество.
Я часто слышала об этой тетушке, которая много лет назад поссорилась с моим отцом и знала, что она была весьма состоятельной женщиной. Похоже было, что нашим бедам наконец пришел конец. Однако все сложилось далеко не так гладко, как мы надеялись. Я унаследовала дом, в котором она жила, но после выплаты пары мелких денежных завещаний денег совсем не осталось. Полагаю, она потеряла свое состояние во время войны или, возможно, под конец жизни просто проедала основной капитал. И все же в нашем распоряжении оставался дом, и почти сразу нам представился случай продать его по весьма выгодной цене. Но я, вероятно, по глупости, отказалась от этого предложения. Мы ютились в крошечных, но очень дорогих съемных комнатах, и мне показалось, что будет гораздо лучше переехать в Красный дом. Там мама могла бы жить в комфортных условиях, а сдавая оставшиеся комнаты постояльцам, мы покрывали бы наши расходы. Я твердо придерживалась этого плана, несмотря на еще одно весьма заманчивое предложение от джентльменов, желавших приобрести имение. Мы переехали, и я дала объявление о сдаче комнат с питанием. Какое-то время все шло прекрасно. На наше объявление откликнулось несколько человек. Старая служанка моей тетушки осталась работать у нас, и мы вдвоем вполне справлялись со всеми домашними делами. И вот тогда-то и начали происходить эти необъяснимые вещи. Какие именно вещи? Самые странные и жуткие. Все это место словно кто-то заколдовал. Картины сами собой срывались со стен и падали, посуда летала по комнате и разбивалась вдребезги, а однажды утром, сойдя вниз, мы обнаружили, что вся мебель переставлена с мест. Сначала мы подумали, что кто-то решил над нами злой шуткой подшутить, но от этого объяснения вскоре пришлось отказаться. Иногда, когда мы все вместе сидели за обеденным столом, над нашими головами раздавался оглушительный грохот. Мы поднимались наверх и никого там не находили, лишь какой-нибудь тяжелый предмет мебели лежал на полу, словно его швырнули с огромной силой. «Полтергейст!» — воскликнула Таппинс с большим интересом. «Да, именно так сказал доктор О'Нил, хотя я и не знаю, что это означает. Это разновидность злого духа, который устраивает пакости», — объяснила Таппинс, которая на самом деле знала об этом крайне мало и даже не была уверена, что правильно произнесла слово «полтергейст». Что ж, в любом случае последствия оказались катастрофическими. Наши жильцы были перепуганы до смерти и уехали при первой же возможности. Мы нашли новых, но и те поспешно съехали. Я была в полном отчаянии, а вдобавок ко всему наш собственный крошечный доход внезапно прекратился. Компания, в которую были вложены деньги, обанкротилась. «Бедная моя», — сочувственно произнесла Таппинс. «Сколь же много вам пришлось пережить. Вы хотели, чтобы мистер Блант расследовал эти происшествия с чертовщиной?» «Не совсем. Понимаете, 3 дня назад к нам пришел один джентльмен. Его звали доктор О'Нил. Он рассказал нам, что состоит в обществе психических исследований, наслышан о странных явлениях, происходящих в нашем доме, и крайне ими заинтересован. Настолько заинтересован, что готов купить у нас дом и провести там серию экспериментов. И что же? Разумеется, сначала я была вне себя от радости. Это казалось выходом из всех наших трудностей. Но... Что «но»? Возможно, вы сочтете меня чересчур фантазеркой. Может быть, так оно и есть. Но, я уверена, что не ошиблась. Это был тот же самый человек. Какой еще тот же самый человек? Тот самый, который хотел купить дом раньше. Я совершенно уверена, что права. Но почему бы и нет?
Вы не понимаете. Эти два человека выглядели совершенно по-разному, разное имя и все остальное. Первый был совсем молодой, щеголевитый брюнет лет 30 с небольшим. Доктору О'Нилу около 50, у него седая борода, он носит очки и сутулится. Но когда он заговорил, я заметила сбоку золотой зуб. Его видно, только когда он смеется. У первого мужчины был точно такой же зуб на том же самом месте, и тогда я взглянула на его уши. Я еще первому мужчине запомнила уши, потому что они были особой формы, почти без мочек. У доктора О'Нила оказались точно такие же. Ведь оба эти совпадения не могут быть случайностью, правда? Я думала, и в конце концов написала ему, что дам ответ через неделю. Объявление мистера Бланта я заметила еще некоторое время назад, честно говоря, в старой газете, которой была застелена полка в кухонном столе. Я вырезала его и приехала в город. «Вы поступили абсолютно правильно», — энергично кивнула Таппинс. «В этом деле нужно разобраться». «Очень интересное дело, мисс Дин», — заметил Томми. «Мы с удовольствием займемся им для вас, не так ли, мисс Шерингем?» «Еще бы», — подхватила Таппинс. «И мы обязательно докопаемся до самой сути». «Как я понимаю, мисс Дин», — продолжил Томми, — «ваша семья состоит из вас, вашей матери и служанки. Можете ли вы сообщить какие-нибудь подробности о служанке?» «Ее зовут Крокет. Она прослужила у моей тетушки около 8 или 10 лет. Это пожилая женщина, не слишком приятная в общении, но хорошая работница. Она любит напускать на себя важный вид из-за того, что ее сестра вышла замуж за человека выше своего положения. У Крокет есть племянник, о котором она постоянно говорит нам, что он настоящий джентльмен. «Да», — произнес Томми, немного растерявшись, как продолжать дальше. Таппинс все это время пристально наблюдала за Моникой и теперь заговорила с содранной решительностью. «Я думаю, лучше всего будет, если мисс Дин пойдет и пообедает со мной. Как раз около 1 часа дня. Я смогу узнать у нее все подробности». «Разумеется, мисс Шерингем», — одобрил Томми. «Прекрасный план». «Послушай», — сказала Таппинс, когда они удобно устроились за небольшим столиком в соседнем ресторане, — «я хочу знать. Есть ли какая-то особенная причина, почему ты хочешь во всем этом разобраться?» Моника густо покраснела. «Ну, понимаете». «Выкладывай все как есть», — ободряюще произнесла Таппинс. «Ну, есть 2 мужчин, которые хотят на мне жениться. Обычная история, полагаю?» Улыбнулась Таппинс. «Один богатый, другой бедный, и тот, который бедный, как раз тебе и нравится». «Я не понимаю, откуда вы все это знаете», — пробормотала девушка. «Это своего рода закон природы», — объяснила Таппинс. «Это происходит со всеми. Это происходит и со мной. Понимаете, даже если я продам дом, вырученных денег нам все равно не хватит на жизнь. Джеральд — замечательный человек, но он беспросветно беден. Хотя он очень способный инженер, и если бы у него был хоть небольшой капитал, фирма взяла бы его в партнеры. Другой, мистер Партридж, очень хороший человек, я уверена, и весьма состоятельный. Если бы я вышла за него замуж, всем нашим бедам пришел бы конец. Но... «Я знаю», — сочувственно сказала Таппинс. «Это совсем другое дело.
Можно сколько угодно твердить себе, какой он благородный и достойный, и складывать его достоинства, словно примерно сложение, но от этого становится только холодно на душе. Моника кивнула. «Что ж», — произнесла Таппинс, — «я думаю, нам стоит съездить в ваши края и изучить обстановку прямо на месте». «Какой у вас адрес?» «Красный дом, Стортон-ин-зе-Марш». Таппинс записала адрес в свою записную книжку. «Я не спросила вас», — запнулась Моника, немного покраснев, — «про оплату». «Наша работа оплачивается строго по результатам», — с важным видом ответила Таппинс. «Если тайна Красного дома окажется прибыльной, а это весьма вероятно, судя по тому, с каким рвением пытаются заполучить эту недвижимость, мы рассчитываем на небольшой процент. В противном случае — ничего». «Огромное вам спасибо», — искренне поблагодарила девушка. «А теперь», — сказала Таппинс, — «ни о чем не переживай. Все будет хорошо. Давай просто насладимся обедом и поговорим о чем-нибудь интересном». Глава 21. Красный дом. «Что ж», — произнес Томми, глядя в окно трактира «Корона и якорь», — «вот мы и пришли в какую-то дыру, или как там называется эта проклятая деревня». «Давай еще раз разберем это дело», — предложила Таппинс. «С превеликим удовольствием», — ответил Томми. «Но первым делом, воспользовавшись правом высказаться первым, я объявляю, что подозреваю болеющую мать». «Это еще почему?» «Дорогая моя Таппинс, если допустить, что вся эта история с полтергейстом — инсценировка, устроенная ради того, чтобы заставить девушку продать дом, то кто-то же должен был разбрасывать вещи». Девушка сказала, что во время этих происшествий все сидели за обедом. Но если мать — неизлечимая больная, она должна находиться наверху, в своей комнате. Если бы она была больной, она едва ли смогла бы швырять мебель. Ах! Но ведь она может быть не настоящей больной, а просто притворяться. И зачем ей это? «Вот тут ты меня подловила», — признался ее муж. «На самом деле я просто следовал известному принципу: подозревай самого неверного кандидата». «Ты вечно все превращаешь в шутку», — строго сказала Таппинс. «Должно же быть что-то, что заставляет этих людей так отчаянно пытаться прибрать дом к рукам. И если тебе не терпится докопаться до истины, то мне очень даже. Мне нравится эта девушка. Она милая». Томми уже с полнейшей серьезностью кивнул. «Я полностью согласен. Но я просто не могу удержаться, чтобы не подразнить тебя, Таппинс. Разумеется, с этим домом связано что-то странное, и что бы это ни было, это что-то весьма труднодобываемое. Иначе все решила бы обычная кража со взломом. Но готовность купить дом означает одно из двух: либо там нужно скрывать полы и разбирать стены, либо прямо под задним двором находится угольная шахта. Не хочу, чтобы это была угольная шахта. Запрятанное сокровище куда романтичнее. «Да», — произнес Томми. «В таком случае, я думаю, мне надо нанести визит управляющему местным банком, объяснить, что я остаюсь здесь на рождественские праздники и, возможно, собираюсь купить Красный дом, после чего обсудить вопрос об открытии счета». «Но зачем?» «Поживи, увидишь». Томми вернулся через полчаса. Его глаза лукаво блестели. «Мы продвигаемся вперед, Таппинс». Наш разговор прошел ровно по намеченному плану. Затем я как бы между прочим поинтересовался, много ли золота сдают в банк, ведь в наших небольших сельских банках такое часто случается из-за мелких фермеров, копивших золото во время войны. От этого мы вполне естественно перешли к необычным чудачествам пожилых дам.
Я выдумал тетушку, которая после начала войны поехала в магазин Army and Navy Stores на 4-колесном экипаже и вернулась с 16 окороками. Банкир тут же вспомнил свою собственную клиентку, которая настояла на том, чтобы снять со счета все свои деньги до последнего пенни, по возможности золотом, а также потребовала выдать ей на руки все ценные бумаги и облигации на предъявителя. Я поахал по поводу такого глупого поступка, и он вскользь упомянул, что она была бывшей владелицей Красного дома. Понимаешь, Таппинс. Она сняла все эти деньги и где-то их спрятала. Помнишь, Моника Дин говорила, что они были поражены тем, насколько маленьким оказалось ее наследство? Да, она спрятала деньги в Красном доме, и кто-то об этом знает. И я могу довольно точно догадаться, кто именно этот кто-то. Кто же? А как насчет верной служанки Крокет? Она-то уж точно знала все о странностях своей хозяйки. А тот доктор О'Нил с золотым зубом? Тот самый благородный племянник, разумеется. Вот оно что. Но где же она их спрятала? Ты знаешь пожилых дам получше меня, Таппинс. Где они обычно прячут свои вещи? Заворачивают в чулки и нижние юбки под матрасы. Томми кивнул. Полагаю, ты права. И все же она не могла этого сделать, потому что все это нашли бы, когда разбирали ее вещи. Это не дает мне покоя. Понимаешь, эдакая старая дама не могла вскрывать полы или копать яму в саду. И все же деньги находятся где-то там, в Красном доме. Крокет их не нашла, но знает, что они там есть, и стоит им получить дом в свое полное распоряжение, ей и ее драгоценному племяннику, как они перевернут его сверху донизу, пока не найдут то, зачем охотятся. Мы должны опередить их. Идем, Таппинс. Мы отправляемся в Красный дом. Моника Дин приняла их у себя. Матери и Крокет их представили как потенциальных покупателей Красного дома, что дало логичное объяснение тому, почему их водили по всему дому и участку. Томми не стал делиться с Моникой своими выводами, однако задал ей несколько въедливых, дотошных вопросов. Часть одежды и личных вещей покойной старухи отдали Крокет, а остальные раздали бедным семьям. Все имущество перебрали и вывернули наизнанку. Оставляла ли ваша тетушка какие-либо бумаги? Вся конторка была ими забита, да еще несколько лежало в ящике в ее спальне, но ничего важного среди них не нашлось. Их выбросили. Нет, моя мама всегда очень неохотно расстается со старыми бумагами. Среди них были старинные кулинарные рецепты, и она собирается как-нибудь на досуге их разобрать. «Отлично», — с одобрением произнес Томми. Затем, указывая на старика, работавшего на одной из клумб в саду, он спросил: «Этот старик работал садовником еще при жизни вашей тетушки?» «Да, он приходил 3 раза в неделю. Он живет здесь, в деревне. Бедный старичок, он уже не способен на действительно полезную работу. Мы нанимаем его всего раз в неделю, просто чтобы поддерживать порядок. Больше позволить себе не можем». Томми подмигнул Таппинс, давая понять, что и следует отвлечь Монику и побыть с ней, а сам направился к садовнику. Он обменялся со стариком несколькими приветливыми фразами, спросил, работал ли тот здесь при старой хозяйке, а затем как бы невзначай перевел разговор. «Вы ведь однажды закопали для нее какой-то сундучок, не так ли?» «Нет, сударь, ничегошеньки я для нее не закопал». «С какой стати ей надумать закопать сундучок?» Томми нахмурился и покачал головой. Он медленно побрел обратно к дому.
Оставалось надеяться, что изучение бумаг старушки даст хоть какую-нибудь зацепку, иначе задача становилась крайне сложной. Сам дом был выстроен на старый лад, но недостаточно давней постройки, чтобы иметь тайные комнаты или скрытые ходы. Перед их уходом Моника вынесла им большую картонную коробку, перевязанную бечевкой. «Я собрала абсолютно все бумаги», — прошептала она. «И они здесь. Я подумала, что вы сможете забрать их с собой и не спеша все изучить. Хотя я уверена, что вы не найдете там ничего, что пролило бы свет на таинственные происшествия в этом доме». Ее слова были прерваны оглушительным грохотом на верхнем этаже. Томми взлетел по лестнице. На полу одной из передних комнат лежали разбитые вдребезги кувшин и умывальный таз. В комнате никого не было. Призрак снова взялся за свои штучки, с ухмылкой пробормотал он. Он задумчиво спустился обратно вниз. «Скажите, мисс Дин, могу ли я поговорить на минутку со служанкой, с Крокет?» «Разумеется. Я попрошу ее выйти к вам». Моника ушла на кухню и вернулась с пожилой служанкой, которая ранее отворила им дверь. «Мы подумываем о покупке этого дома», — дружелюбно сказал Томми, и моя жена интересовалась, не захотите ли вы в таком случае остаться работать у нас? Почтенное лицо Крокет не выразило абсолютно никаких эмоций. «Благодарю вас, сударь», — ответила она. «Я бы хотела обдумать это предложение, если позволите». Томми повернулся к Монике. «Я в полном восторге от дома, мисс Дин. Я знаю, что на рынке есть еще один покупатель. Мне известна сумма, которую он предложил за дом, и я с радостью дам на 100 фунтов больше. И имейте в виду, это очень хорошая цена». Моника пробормотала нечто неопределенное, и супруги Беррисфорд откланялись. «Я был прав», — сказал Томми, когда они шли по подъездной аллее. «Крокет замешана в этом деле. Ты заметила, что она запыхалась? Это от того, что она бегом спускалась по черной лестнице после того, как кокнула кувшин и таз. Иногда, по всей видимости, она тайно впускает своего племянничка, и тот устраивает небольшой полтергейст или как там это называется, пока сама она беззаботно находится вместе с хозяевами. Вот увидишь, доктор О'Нил сделает новое предложение еще до конца дня». И в самом деле, сразу после обеда им принесли записку. Она была от Моники. «Доктор О'Нил только что связался со мной. Он поднимает свое предыдущее предложение на 150 фунтов. А этот племянничек — весьма обеспеченный человек», — задумчиво произнес Томми. «И вот что я тебе скажу, Таппинс, куш, за которым он охотится, явно того стоит. Ох! Ох! Если бы только мы смогли его найти. Что ж, давай продолжим нашу черновую работу». Они принялись разбирать большую коробку с бумагами. Это было крайне утомительное занятие, поскольку все листки лежали в полном беспорядке и вперемешку. Каждые несколько минут они обменивались результатами. «Что у тебя нового, Таппинс?» 2 старые оплаченные квитанции, 3 неважных письма, рецепт сохранения молодого картофеля и рецепт приготовления лимонного ватрушника. «А у тебя?» 1 счет, стихотворение о весне, 2 газетные вырезки, почему женщины покупают жемчуг, надежное вложение денег и «Мужчина с 4 женами, необычайная история», а также рецепт тушеного зайца. «Просто руки опускаются», — вздохнула Таппинс, и они снова взялись за дело. Наконец коробка опустела. Они переглянулись.
«Я отложил вот это», — сказал Томми, поднимая сложенный вдвое лист почтовой бумаги, потому что оно показалось мне довольно странным. Хотя вряд ли это имеет какое-то отношение к тому, что мы ищем. Дай-ка посмотреть. Это одна из тех забавных штучек, как их там называют. Анаграммы, шарады или что-то в этом роде. Она прочитала вслух. Мое первое ставят на горящий уголь. И в него же помещают все мое целое. Мое второе на самом деле является первым. А мое третье не любит зимнюю стужу. Да, критически заметил Томми. Я не слишком высокого мнения о рифмах этого поэта. Но я не понимаю, что ты находишь здесь странного, возразила Таппинс. Лет 50 назад у всех были подобные коллекционные загадки. Их берегли для зимних вечеров у камина. Я имел в виду не само стихотворение. Меня поразили слова, написанные прямо под ним. От Луки, глава 11, стих 9, прочла она. Это же цитата из Библии. Вот именно. Разве это не кажется тебе странным? Сдалась бы пожилой даме религиозных взглядов библейская цитата аккурат под шарадой? Действительно, довольно странно, задумчиво согласилась Таппинс. Я полагаю, что ты, как дочь священника, захватила с собой Библию. Представь себе, да. Ага, ты явно этого не ожидал. Секундочку. Таппинс подбежала к своему чемодану, достала небольшой том в красном переплете и вернулась к столу. Она быстро пролистала страницы. Вот оно. Евангелие от Луки, глава 11, стих 9. Ох, Томми, ты только посмотри. Томми наклонился и взглянул туда, куда указывал маленький пальчик Таппинс, прямо на часть искомого стиха. «Ищите и обрящите». «Вот оно!» — воскликнула Таппинс. «Мы нашли зацепку. Расшифруем эту криптограмму, и сокровища наши. Точнее, сокровища Моники. Что ж, давай возьмемся за эту криптограмму, как ты ее называешь. Мое первое ставят на горящий уголь. Что бы это могло означать? А затем мое второе на самом деле является первым. Это же чистейшая бессмыслица. На самом деле все очень просто, великодушно успокоила его Таппинс. Здесь просто нужна сноровка. Дай-ка ее мне. Томми охотно уступил ее просьбе. Таппинс устроилась в кресле и с насупленными бровями принялась что-то бормотать себе под нос. «На самом деле все очень просто», — промурлыкал Томми по прошествии получаса. «Не злорадствуй. Мы просто относимся к другому поколению. У меня есть отличное намерение вернуться завтра в город и навестить какую-нибудь старую мисс, которая, вероятно, прочтет эту загадку в мгновение ока. Это просто сноровка, вот и все. Что ж, давай сделаем еще одну попытку. На горящий уголь можно поставить не так уж много вещей, задумчиво произнесла Таппинс. Можно налить воду, чтобы его потушить, или бросить дрова, или поставить чайник. Это слово должно состоять из одного слога, полагаю? А как насчет слова «дрова»? Но ты ведь не можешь поместить что-либо внутрь дров. Вместо слова «вода» нет односложного слова, но должны быть предметы из одного слога, которые можно поставить на огонь, вроде чайника. Кастрюли, размышляла Таппинс. Сковороды. А как насчет слова «горшок»? Или «козел»? Какое слово начинается на «горшок» или «пот»
обозначая то, что готовят? Гончарные изделия, предложил Томми. Их обжигают на огне. Разве это недостаточно близко? Все остальное не подходит. Блины. Нет. Ох, досада. Их прервала маленькая служанка, которая сообщила им, что обед будет готов через несколько минут. Только миссис Ламли хотела узнать, не пожелаете ли вы картофель обжаренным или сваренным в мундире? У нее есть и тот, и другой. Сваренным в мундире, быстро ответила Таппинс. Я обожаю картофель. Она осеклась на полуслове с открытым ртом. Что с тобой, Таппинс? Ты увидела призрака? Томми. Воскликнула Таппинс. Разве ты не понимаешь? Вот оно. Я имею в виду само слово. Картофель. По-английски это «potatoes». Мое первое ставят на горящий уголь — это «pot», горшок. И в него же помещают все мое целое. Мое второе на самом деле является первым, это буква «А», первая буква алфавита. А мое третье не любит зимнюю стужу, это, конечно же, тос, озябшие пальцы на ногах. Ты права, Таппинс. Очень умно с твоей стороны. Но, боюсь, мы потеряли уйму времени ни на что. Картофель абсолютно не вяжется с пропавшим сокровищем. Хотя погоди секунду. Что ты только что читала вслух, когда мы разбирали коробку? Что-то о рецепте сохранения молодого картофеля. Интересно, нет ли в этом какого-то смысла? Он поспешно перерыл кучу рецептов. Вот оно. Как сохранить молодой картофель? Поместите молодой картофель в жестяные банки и закопайте их в саду. Даже в середине зимы он будет на вкус точно свежевыкопанный. Мы нашли. Закричала Таппинс. Вот оно. Сокровище находится в саду, закопанное в жестяной банке. Но я ведь спрашивал садовника. Он сказал, что никогда ничего не закапывал. Да, я знаю, но это потому, что люди никогда толком не отвечают на то, что ты спрашиваешь, они отвечают на то, что, по их мнению, ты имеешь в виду. Он знал, что никогда не закапывал ничего необычного. Мы пойдем завтра и спросим у него, где он закопал картофель. Следующее утро было сочельником. Путем расспросов они нашли домик старого садовника. Таппинс затронула эту тему после нескольких минут разговора. «Как бы мне хотелось иметь молодой картофель на Рождество», — заметила она. «Разве он не был бы хорош к индейке?» Закапывают ли люди в этих краях картофель в жестяных банках? Я слышала, это сохраняет его свежим. Да, еще как закапывают, подтвердил старик. Старая мисс Дин из Красного дома постоянно закапывала по 3 жестянки каждое лето и сплошь и рядом забывала выкапывать их обратно. На клумбе у дома, как правило, не правда ли? Нет, прямо у стены, напротив пихты. Получив нужные сведения, они вскоре попрощались со стариком, преподнеся ему 5 шиллингов в качестве рождественского подарка. «А теперь за Моникой», — сказал Томми. «Томми, у тебя совершенно нет чувства драматизма. Предоставь все мне. У меня есть прекрасный план. Как ты думаешь, тебе удастся выпросить, одолжить или сбыть откуда-нибудь лопату?» Так или иначе, лопату они раздобыли, и поздно вечером того же дня 2 фигуры можно было заметить пробирающимися на территорию Красного дома. Место, указанное садовником, нашлось без труда, и Томми принялся за работу.
Вскоре его лопата звякнула о металл, и еще через несколько секунд он извлек на свет большую жестянку из-под печенья. Она была запечатана по кругу лейкопластырем и плотно закрыта, но Таппинс с помощью ножа Томми вскоре сумела ее открыть. Затем она стон издала, жестянка была доверху забита картофелем. Она высыпала его, опустошив банку полностью, но больше внутри ничего не оказалось. «Копай дальше, Томми». Прошло некоторое время, прежде чем вторая жестянка вознаградила их поиски. Как и прежде, Таппинс вскрыла ее. «Ну что там?» — тревожно спросил Томми. «Снова картошка». «Черт!» — ругнулся Томми и снова принялся за дело. «В третий раз обязательно повезет», — утешительно произнесла Таппинс. «По-моему, вся эта затея — сплошной мыльный пузырь», — мстительно проворчал Томми, но продолжал копать. Наконец на свет была извлечена третья жестянка. Опять карта, начала Таппинс и осеклась. «Ох, Томми! Мы нашли. Картошка только сверху. Смотри». Она подняла вверх большой бархатный мешочек старинного фасона. «Беги скорее домой», — крикнул Томми. «Холод собачий. Забирай мешок с собой. А мне надо засыпать яму обратно. И пусть на твою голову падет 1000 проклятий, Таппинс, если ты откроешь этот мешок до моего прихода. Я сыграю честно». Ой, ну и мороз. Она поспешно пустилась в обратный путь. По прибытии в трактир ей не пришлось долго ждать. Томми прибежал следом за ней, обильно потея после копки земли и финального быстрого кросса. «Ну-ка», — сказал Томми. «Частные детективы выполняют свою работу на отлично. Вскрывай добычу, миссис Беррисфорд». Внутри мешочка находился сверток, завернутый в промасленную ткань, и тяжелый мешочек из замшевой кожи. Сначала они открыли последний. Он был полон золотых суверенов. Томми пересчитал их. 200 фунтов. Полагаю, это все, что ей позволили снять. Вспорывай сверток. Таппинс так и сделала. Он был набит плотно сложенными банкнотами. Томми и Таппинс тщательно пересчитали их. Сумма составила ровно 20 000 фунтов. «Ух ты!» — выдохнул Томми. «Какое счастье для Моники, что мы оба богаты и честны. А это что такое, завернутое в папиросную бумагу?» Таппинс развернула маленький сверток и вытащила великолепную нить жемчуга, идеально подобранного по размеру. «Я не слишком разбираюсь в таких вещах», — медленно произнес Томми, но абсолютно уверен, что этот жемчуг стоит еще как минимум 5000 фунтов. Ты только взгляни на размер жемчужин. Теперь я понимаю, почему старушка хранила ту газетную вырезку о том, что жемчуг — хорошее вложение денег. Должно быть, она продала все свои ценные бумаги и перевела их в банкноты и драгоценности. Ох, Томми, разве это не чудесно? Дорогая Моника. Теперь она сможет выйти замуж за своего замечательного молодого человека и жить долго и счастливо, прямо как я. Это очень мило с твоей стороны, Таппинс. Значит, ты счастлива со мной? Вообще-то, ответила Таппинс, да, счастлива. Но я не намерена была это говорить. Само вырвалось. Из-за волнения, сочельника и всего остального. «Если ты действительно меня любишь, — сказал Томми, — ответишь ли ты мне на один вопрос?» «Терпеть не могу подобные подвохи», — ответила Таппинс. «Но, что ж, ладно. В таком случае,
откуда ты узнала, что Моника — дочь священника?» Это было самое настоящее жульничество», — весело призналась Таппинс. «Я открыла ее письмо с просьбой о встрече, а некий мистер Дин когда-то был викарием у моего отца, и у него была маленькая дочка Моника, года на 4 или 5 младше меня. Вот я и сложила 2 и 2. «Ты просто бесстыдное создание», — произнес Томми. Вот и 12 часов бьет. «Счастливого Рождества, Таппинс!» «Счастливого Рождества, Томми!» И для Моники это Рождество тоже станет счастливым, и все благодаря нам. Я так рада. Бедняжка, она была так несчастна. Знаешь, Томми, у меня даже дыхание перехватывает и ком в горле встает, когда я думаю об этом. «Дорогая моя Таппинс», — сказал Томми. «Дорогой мой Томми», — откликнулась Таппинс. «Какими же сентиментальными мы становимся. Рождество бывает лишь раз в году», — с важным видом изрек Томми. Так говорили еще наши прабабушки, и я полагаю, в этом до сих пор кроется немало правды.